Привет всем! Сегодня прекрасный вечер, мы продолжаем нашу иранскую тему. Мы уже с вами узнали, что такое иранский дом, как живут иранцы. А сегодня я вам хочу показать, что такое иранские гости. Вот мы только что пришли, сразу же нам хозяйка предложила очень вкусный коктейль, делают какие-то прохладительные напитки, мы просто сидим, нам хозяйка разносит и получаешь удовольствие. То есть в гостях ты действительно чувствуешь себя королем. Вечер начинается с подачи прохладительных напитков. В Иране очень любят лимонный сок, его везде добавляют. Вообще иранцы, климат, так как очень жаркий, почему-то, наверное, это как-то, может, их охлаждает, всякая кислятина. И очень много добавляют лимонного сока в еду. Попробуем, что это такое. Очень кисло, очень кисло. Мы, русские, больше любим сладкое. Наши гости продолжаются. Мы с вами уже, ну не мы, я уже выпила прохладительный напиток. И решили мы заглянуть во двор, посмотреть, чем нас будут сегодня радовать хозяева. Хозяин дома разжигает костерчик. Я так понимаю, у нас будут какие-то шашлыки. Обычно огнем занимается дома мужчина. Женщина может на шпажку, на шампуры надеть мясо, но само мясо будет готовить мужчина. Ну, я так часто тут вижу в гостях. Продолжаем тему иранских гостей. Я хотела вам показать одну из частей принятия гостей. Это, я так понимаю, у нас будет потом сладкий стол. Хотела просто ваше внимание обратить на то, что иранцы большое внимание уделяют всякой вот красивой посуде, красивому оформлению. Здесь это очень важно. Не то, что набросают фруктов как попало, нет, это все будет всегда аккуратно выложено. Всегда очень важна эстетика. Вот что я хотела подчеркнуть. У иранцев очень важна эстетика. То есть это, например, сладкий стол к чаю. И вот даже посмотрите, тут отсюда видно салат. Посмотрите, как красиво хозяйка оформила салат, чтобы именно вот краски играли, чтобы хотелось это кушать. Это очень важный момент в иранских гостях. Хотела это отметить для вас. Что нас сегодня ждет на ужин? Это кебаб. Я его называю султан иранского стола. Кебаб из фарша, лука. Очень вкусно. Я такой только в Иране пробовала. Турецкий кебаб очень отличается. Интересные подставочки таких раньше не видела. Вот. Так что с нетерпением ждем. Мне предложили попробовать самогона местного производства, домашнего, из винограда. Попробуем. Ну, вы знаете, достаточно крепковат. Я не специалист в этих делах, но напиться можно. Опьянеть так точно можно. В Иране сухой закон, но, естественно, любой закон можно обойти. Здесь тоже живут нормальные обычные люди. Кто-то религиозный, кто-то нерелигиозный, поэтому кто-то выпивает, кто-то нет. Ну, конечно же, это все в стенах дома. На улице все запрещено, и сухой закон действует. Нигде ничего не продается. Можно купить подпольно пиво, можно виски купить подпольно. Это все стоит очень дорого. Но люди ищут свои пути, поэтому делают сами вот такой вот самогончик. Приближается время ужина, мы начинаем расстилать вот такую скатерочку на пол. Почему мы не ужинаем за столом? Потому что это неудобно. Я имею в виду неудобство в том, что нас очень много человек, и большое количество человек невозможно усадить всех за стул и стол. А за скатерть можно усадить очень большое количество людей. Это очень удобно. Когда ко мне приезжали наши родственники, родственники моего мужа, мы также в Минске расстилали скатерть. И это было очень удобно, хотя моим родителям сидеть было очень тяжело. Иранцы, так как с детства вот так вот сидят, им это просто. А для наших людей, возрастных, это очень тяжело по-турецки. Старшее поколение сидит, и мужики тоже сидят и ждут, а женщины накрывают на скатерть, так это назовем.
в основном кушают ложкой и вилкой. Это не вилка и нож, как у нас, а ложка и вилка, потому что это удобнее. Так как основу иранского стола составляет рис, а рис ковырять вилкой неудобно. Набирают рис ложкой и подчерпывают ее с помощью вилочки. Очень удобно. В Иране очень много зелени употребляется в еду. Очень вкусная, она всегда свежая, просто в прикуску с едой. Салам. Начинается ужин, все накрыто, все находится на скатерти, все, что хотели, нам дали, так скажем. Поэтому рассаживаемся. Так как это ужин в узком кругу семейном, не имеет значения, кто где сидит, где сидят старшие, где сидят младшие, каждый садится, где ему удобно. Поэтому вот, с вашего позволения, хочу приступить к ужину. У нас сегодня ужин рис и кебаб. Ну и разные, как вы видите, закусочки. Я вам в ускоренном режиме покажу, что у нас на столе. Это салат, это кебаб, желе. Для нас немножко непривычно, но тем не менее здесь как-то у них очень часто принято желе ставить на стол. Хоть это уже как бы из разряда сладкого стола, десерта, но тем не менее. Ну и, конечно же, рис. Глава стола, рис. Все очень вкусно, красиво. Вот так вот. Иранский ужин очень отличается от русского. Если мы накрываем на стол и сидим целый вечер, там, 3 часа, 4 часа, разговариваем, покушали, поговорили, покушали, поговорили, выпили, иранский ужин, иранский стол по-другому. Они садятся, быстро все съедают, и затем все складывается. Вот мы сейчас уже все съели, но они говорят, пока еда горячая, ее нужно есть. Вот, мы сейчас покушали, и сейчас начинается часть такая, что мы убираем эту скатерть. Убирают, вот я, например, гостья, но я тоже убираю. Вот, не то, что хозяйка сама будет убирать, убирают все женщины молодые, которые находятся в гостях, и также помогают мыть хозяйке посуду. Правда, я так думаю, что у нее есть посудомоечная машина, но тем не менее, даже в гостях, где ее нету, становятся 2 женщины, это не хозяйка, 2 гости становятся, одна натирает мыльным средством, вторая ее будет, например, под водой промывать. Здесь вот такая вот интересная система, я считаю, это очень классно. После того, как хозяйка на кухне навела порядок, гостям предлагается чай. Вообще за вечер это может быть даже до 3 раз хозяйка разносит чай. Нам предложили ароматизировать либо украсить напиток на свое усмотрение вот таким гербарием. Здесь высушенные лепестки розы, апельсина и кислого чая. В знак уважения каждому гостю чай преподносится индивидуально на подносе под самый нос. Перед гостем также ставится специальный кофейный столик для удобства. Под конец вечера гости делятся на группы по интересам. Мужчины разговаривают о своем, женщины сидят, курят кальян, лузают семечки, разговаривают о своем, о женском. Всегда в программе есть семки. И под конец вечера всегда подают фрукты. Вот. Мы уже попили чаек, и сейчас будем щелкать семечки и кушать фрукты. В этом уголке у нас развлекательная программа. Она состоит из курения кальяна по очереди. Также это чай, фрукты. Здесь хозяйка, я посмотрела, уже сушит лимоны. Посмотрите. Вот, лимоны. Вот здесь это как наш лайм у нас это называется. Эти лимоны добавляются в любую подливу. Я говорю, иранцы очень любят всякую кислятину. Вот. Ну, вот так вот, мои дорогие. То есть это краткий обзор
о том, как живут иранцы и как выглядит иранский дом.